Это дает нам несколько таких бонусов, несколько плюсов. Во-первых, мы понимаем, какой у нас будет план операционный на день, то есть когда можно будет начать работать со следующим пациентом и со следующим. И второй момент, если во всех ситуациях, когда анестезия длится дольше 1,5 часов, животное после такой процедуры обязательно остается ночевать в госпитале, в клинике. There is one more item about monitoring. As I told you, that the nurse is responsible to watch whether there is anything wrong going on, like a broken instrument or fractured tip or anything. So they have to report. Sometimes the veterinarian, the operator, is missing the fact, so they are responsible for reporting. Еще один важный момент, касающийся мониторинга пациента, работы с пациентом, это входит обычно в обязанности операционной сестры, это следить за тем, не случилось ли какого-то казуса, то есть все ли в порядке с инструментом, не сломан ли инструмент, не потерян, не обломан ли кончик. Иногда хирург, работая, может упустить это из виду, а это необходимо знать, то есть эта информация нужна. Поэтому именно операционная сестра отвечает за сохранность, скажем так, инструментария. Remember that all the instrumentation, all the warming pads, they always can break. So check the warming pad with your palm. What is the real temperature of a warming pad? Очень важный момент, помнить о том, что все может сломаться. В частности, может что-то пойти не так и с работой согревающего одеяла или грелки. Поэтому персонал должен быть обучен прикладываться ладошкой постоянно к грелке или к одеялу согревающему, для того, чтобы убедиться, что оно работает. Before really the serious problem starts. Желательно, чтобы персонал обнаружил вот эту поломку или вот эту несостоятельность каких-либо инструментов, каких-либо ваших средств к работе до того, как они вызовут проблему, эта поломка вызовет проблему. And we can avoid all these possible complications associated to anesthesia, like long anesthesia, hypothermia, hypotension, excessive jaw extension, contamination of the respiratory tract, or too large pressure of the pharyngeal pack. Если мы будем внимательно и скрупулезно подходить ко всем вот этим нюансам, то мы сможем избежать таких распространенных осложнений, постанестезиологических осложнений, таких как удлинение времени анестезии, гипотермия, гипотензия, растяжение связок челюсти, контаминация респираторного тракта, дыхательных путей и передавливание кровотока в области глотки. The second part of that is the pain management, and what we said at the beginning. Most of dental problems are associated with pain. Следующий этап, большой этап вот этой анестезиологической работы, это контроль боли. В самом начале доктор уже сказал о том, что обычно стоматологические проблемы сопряжены с достаточно яркой болью. And I'm very strongly against the statement that animals do not feel pain. I'm very against the statement that the patient should feel a little bit of pain, then it will be calmer. Доктор является ярым противником убеждения, что животные не чувствуют боли, убеждения, что нужно все время, чтобы животное чувствовало немного вот эту свою боль, для того, чтобы оно оставалось более спокойным. So we strongly recommend a multimodal pain management. A multimodal means that we have to catch several levels of pain cause, and we have to catch them and address all of them. Очень важно использовать в своей практике мультимодальное обезболивание. В чем оно заключается? Оно заключается в том, что вы улавливаете боль на разных ее этапах, на разных этапах ее происхождения, и таким образом это позволяет вам воздействовать на все вот эти этапы и, следовательно, контролировать общий уровень боли. So we should prevent the pain before operation, during operation, and after operation. Очень важно, чтобы мы учли необходимость контролировать боль, снижать степень боли в предоперационный период, в интраоперационный период и, естественно, после операции. Before and after, we can play a lot with the medicines.
with the drugs. До и после операции – это время, когда мы можем развлекаться с различными препаратами, то есть мы можем поиграть, подбирая те или иные дозы. But during operation, we have to be very tactile, very gentle to tissue, to patient, to everything. Then the patient will be rewarded to have a good awakening, comfort, and a good recovery period. Однако во время операции, в интраоперационный период, нужно чрезвычайно внимательно относиться к тканям пациента, и тогда у пациента будет хорошее заживление и хорошее самочувствие в постоперационный период. Remember, there are no wonderful magic drugs which will camouflage our poor technique. Помните о том, что, к сожалению, не существует волшебной таблетки, волшебной пилюльки, которая сможет свести на нет все наши технические недочеты в хирургической технике. So this is very important to also apply a good quality of service to patient rather than increase the pain management afterwards. Очень важно, чтобы вы учитывали важность своей хорошей, грамотной хирургической техники именно в аспекте контроля болевого синдрома после операции. The most efficient drugs, which we strongly believe and which I love a lot, are the opioids, and this is the first line of our pain management drugs. Самые эффективные и самые мощные обезболивающие препараты, которые доктор предпочитает всем остальным, безусловно, это препараты первого выбора контроля болевого синдрома, это опиоиды. If we only can apply NSAIDs, non-steroids, anti-inflammatory drugs, they are also wonderful, but not every patient is allowed to get one. Что касается группы нестероидных противовоспалительных препаратов, то, безусловно, это тоже очень хорошее средство для контроля боли, но проблема в том, что не каждому пациенту можно прописать их в нужной дозе. So therefore we have also additional, not only NSAIDs, but also combination with the NSAID and tramadol, amitriptyline, gabapentin, amantadine, different drugs which not only affect the perception of a pain, but also the analysis of a pain feeling. Именно поэтому нестероидные противовоспалительные препараты часто комбинируются с другими обезболивающими препаратами, такими как трамадол, габапентин и так далее. Таким образом, получается притупить не только восприятие боли, собственно, но и ее анализ в центральной нервной системе. And finally, nerve blocks. So something which will stop the transmission of a stimuli into pain center in the brain. Блокада периферических нервов – это еще один существенный нюанс обезболивания, то есть это попытка остановить сигналы, болевые стимулы, которые уходят от области боли, очага боли в мозг. So we'll talk a little bit more about the pain itself, and this is a wonderful documentation about the perception of a pain, but I don't know why the dental disease is only classified to mild to moderate pain. I think that these guys have never had a toothache or something. В связи с болью, вот очень такой интересный слайд доктор представил вам, но здесь оценивается разная степень вреда, нанесенного тканям, соотносится с определенной степенью боли. И он говорит, что для него непонятно, почему авторы отнесли боль в области ротовой полости к легкой или умеренной. Наверное, у этих людей никогда не болел зуб. But of course, the cancer or a fracture have a very high level of pain. Но логично предположить, что раковые изменения, опухолевые изменения, переломы – это, безусловно, чрезвычайно болезненные состояния. So I'd like you to believe in two things. One thing is to whatever we do surgically in oral cavity, we have to address with the pain management. Очень важно, чтобы вы запомнили для себя два существенных нюанса. Во-первых, что бы вы ни делали в ротовой полости, какие бы процедуры вы ни проводили, вы должны помнить о том, что ваша техника напрямую связана с контролем боли. So not only fractures or extractions, but also biopsy, also periodontal surgery, it can be painful.
Это относится не только к лечению, например, переломов, но также и к периодонтальным техникам, различным процедурам, к взятию биопсийного материала. Все это может причинять животному боль. And the second thing I'd like you to believe is that the pain is a disease. We have to treat the pain, we have to manage the pain. Еще один важный нюанс заключается в том, что боль – это болезнь. Ее нужно лечить, к ней нужно формировать определенный подход к ее контролю. And the pain is occurring in the brain. So we have to think about it, how to prevent. The modern medicine is preventive medicine. Боль формируется в мозге, ощущение боли формируется в мозге. Поэтому мы должны придумывать, каким образом профилактировать формирование вот этой боли в центральной нервной системе, потому что современная медицина направлена на профилактику, на недопущение. So it's better to control the central nervous system stimulation from peripheral nerves rather than address only the pain center in the brain. Безусловно, гораздо более правильно, корректно контролировать болевые импульсы на уровне периферических нервов, а не нападать сразу на центр боли в головном мозге. So if we have constant stimulation of a brain during procedure all the time, despite the center is not working, there is a huge memory, a lot of memories. When the patient wakes up, the mailbox is full with the messages there is a pain. Именно поэтому, когда, получается, мы не применяем обезболивание периферии, с которым мы работаем, периферических нервов, в момент проведения процедуры, оперативного вмешательства, центр боли наполняется информацией о том, что это больно, несмотря на то, что сам центр отключен и не активен другими препаратами центрального действия. Таким образом, когда животное просыпается после анестезии и включается центр боли, то есть вот эта вот блокировка фармакологическая снимается, оказывается, что вот этот почтовый ящик, своеобразный центр боли, он уже переполнен болевыми импульсами. This is what we know from human medicine. This is human patients are reporting that. You know, it was anesthesia time was wonderful, but then I woke up and the trouble started. Этот факт нам известен из медицины, от пациентов людей, от пациентов врачей, медиков. Потому что, да, отлично, я прекрасно пережил анестезию, все было отлично, но когда я уже проснулся, вот тогда у меня начались проблемы. So the point is to stop this perception and to block the transmission of a stimuli into the central nervous system. Нашей целью должно стать блокировать вот это восприятие, то есть блокировать переполнение почтового ящика. So if there is no stimulation, there will be no pain memory. Не будет стимуляции центра боли в головном мозге, не будет памяти боли. So why we do that? We do that to prevent pain memory, and this is how we do that. We perform the nerve block. Таким образом, мы делаем это для того, чтобы мы делаем определенные процедуры для того, чтобы не допустить перенагрузки центра боли болевыми стимулами в момент проведения процедуры, для чего мы прибегаем к блокадам нервов. Important things though are that we have to do that properly. Again, the technique of a nerve block application should be safe and correct. Очень важно, однако, чтобы сама эта процедура блокады была сделана правильно и соответствующим образом по соответствующему стандарту. Только правильная техника выполнения блокад периферических нервов может сделать процедуру безопасной и эффективной. I will not be teaching you today how to place a nerve block. This is a practical workshops which we'll be probably doing in St. Petersburg. So I think that you can come and we'll teach you how to do that safely. Мы сегодня не будем с вами останавливаться и изучать технику проведения, правильную технику проведения блокад периферических нервов в стоматологии, потому что это тема на самом деле практического мастер-класса, который, возможно, будет в Санкт-Петербурге. Приезжайте туда и там будете учиться. Very important thing is to use a correct and proper needles. I'm not a big fan of using hypodermic needle. However, some specialists do that.
Очень важно, помимо самой техники, очень важно, чем вы делаете такую блокаду. Доктор говорит, что он предпочитает избегать обычных гиподермальных игл для проведения блокады периферических нервов в области ротовой полости. Хотя некоторые врачи используют их. They can damage the nerve. Они могут травмировать нерв. Another situation is that the doses are also important, so we have to take into account the toxicity of anesthetic drugs. Еще один важный пункт, который мы учитываем в аспекте общей анестезии, в аспекте обезболивания локального блокады периферических нервов, это общая токсичность препарата, который мы используем для анестезии. If we apply the anesthetic drug into the blood vessel, we can expect dysrhythmias and cardiac side effects. So it is also important not to apply intravenously. В случае попадания анестетика в кровяное русло, то мы можем ожидать проблем со стороны сердечно-сосудистой системы, поэтому нужно быть очень аккуратными, не пенетрировать сосуды, не вводить препарат внутривенно. And very important is to estimate the local nerve block time. Также очень важно правильно, грамотно оценивать время действия блокады периферического нерва. If you use a nerve block which is lasting 2 hours and our procedure is 15 minutes, the dog or cat will wake up, will still desensitize nerves and can start to chew the soft tissue, which is bad thing. В случае, если вы используете препарат, который будет действовать в течение 2 часов, то есть обезболит область, блокада будет действовать на протяжении 2 часов, а процедура ваша занимает 15 минут, это может привести к тому, что пациент, проснувшись, не будет чувствовать части ротовой полости, что приведет к тому, что он в итоге разжует себе мягкие ткани, которые он не чувствует. Some contraindications. So if there is a tumor, we should not apply the nerve block into the tumor site. If there is an abscess, we also have to bypass this place. Существуют и противопоказания для таких блокад. В частности, например, мы не можем делать такую инъекцию, инфильтрацию в область опухоли, например, новообразования, или в области абсцесса. There are some examples of nerve blocks with the different drugs. None of these drugs I use myself, but this is from the textbook. I'm using a human drug which is not described. Здесь вы видите статистику использования различных препаратов для проведения таких блокад. Доктор говорит, впрочем, ни один из них не является его предпочтением. Он использует медицинский препарат, который в учебниках не указан. So this is something what you have to take into account. If you use, for example, bupivacaine, you should expect 4 to 6 hours length. So it is safe if you do full mouth extraction, because the patient will not chew because it has no teeth anymore. But if still there are teeth, I'll be very careful with that. Но, тем не менее, это очень интересные сведения, потому что, например, если мы используем бупивокаин для такой блокады, он будет действовать в течение 4-6 часов. Если ваш пациент, ему предстоит тотальная экстракция всех зубов, то это не страшно, потому что нечем будет разжевать потом. Но если хотя бы какие-то зубы останутся, то, безусловно, это не анестетик выбора в такой ситуации. Okay. These are the examples. So the most commonly performed is the infraorbital nerve block, which desensitizes the whole maxillary dentition on the one side. Один из примеров, здесь мы видим такой блокады, это блокада инфраорбитального нерва, который позволяет обезболить, сделать бесчувственными, если можно так сказать, все зубы на верхней челюсти с одной стороны. And you can apply that in a shallow or in a deep version. Технически вы можете эту блокаду делать мелко, то есть не глубоко, или глубоко. You have to remember that in a cat, the infraorbital canal is very short, so you cannot penetrate too deep with the infraorbital nerve block. Это справедливо для собаки, однако если мы говорим о кошке, то мы должны помнить о том, что инфраорбитальный канал у нее очень короток, поэтому слишком глубоко вводить иглу при блокаде нельзя. Secondly, the direction of
administration is parallel. I mean, the needle you insert is a parallel to the palate, not diagonal. Because if it is diagonal, you can punch the eye bulb. Очень важно также направление вкола иглы. Важно, чтобы игла шла параллельно небу, а не по диагонали, не пересекая небо в направлении глазного яблока, потому что таким образом вы можете пенетрировать, проткнуть глаз. The second block is a maxillary one. So if we have, for example, if we want to do the severe procedure, the entire part of a maxilla, we can approach the maxillary nerve. Еще один вариант блокады – это максиллярная блокада или блокада максиллярного челюстного нерва. К такой блокаде можно прибегать в случае, если вам нужно произвести процедуры иссечения. It can be performed intraorally or extraorally. Провести ее можно, используя как интраоральный доступ, то есть через рот, так и экстраоральный доступ. So if it is extraorally, you palpate the notch of a zygomatic arch here, insert the needle till you feel the bone, retract 3-4 millimeter and administer the drug. Если вы выбираете экстраоральный, экстраоральный, то вам необходимо способ проведения блокады, то вам необходимо пальпировать скуловую дугу в небольшую такую ямку в конце скуловой дуги, под скуловой дугой ввести туда иглу до момента контакта иглы с костью, затем оттянуть иглу и ввести анестетик. Again, we'll be teaching that in a practical under supervision because, более информативно, мы будем преподавать технику таких блокад на практических занятиях, потому что рассказывать очень сложно об этом. For palatine nerve block, for palatine surgery, for nasal surgery, from the intraoral approach, we can desensitize the palatine nerve, which is placed here. Что касается хирургии в области неба,